Раз, два, три, четыре, пять. Всем здрасте. С вами Сварог. И сегодня у нас юбилейный 5-й выпуск самых лучших новостей недели. Что нам дает игра? Ну, во-первых, на первопроходческом сервере нам поменяли визуал монстров во втором рейде снаряжения. И что я могу сказать, они стали реально красивые теперь. Этот рейд чисто выделяется, потому что, ну, крипы прям пушка. Это прям вот огонь. Я не говорю, что там поменяли АРС, аватарку, бог с ним. Но вот крипы во втором рейде, это просто что-то с чем-то. Да, босс тот же самый голем. Крипы имеют те же самые функции, что и были до этого. То есть вот это вот бегущий сейчас, это как колобок. То есть все те же самые тайминги сохраняются, но визуал теперь, боже, мое почтение, это сейчас прям реально красиво и круто и подходит к тематике рейда и ко всему прочему. Конечно же, вы должны были привыкнуть к тому, что почти что в каждом выпуске есть небольшой блок рекламы, потому что стример тоже хочет кушать, поэтому можете либо посмотреть, либо перемотать, можете воспользоваться, это тоже будет достаточно интересным опытом, потому что все-таки официальные рекламодатели это хорошо. Если вы оформите дебетовую карту Тинькофф All Games, то вы сможете получить кэшбэк до 30%, бонусы за любые покупки, ваш никнейм на карте и обслуживание от 0 рублей в год. А если вы ее оформите до 10 декабря, то у вас есть шанс получить 30 тысяч бонусов, которые вы можете потратить на себя любимого. Ну а если у вас уже есть эта карта, то вы можете оформить Тинькофф Юниор для своих детей, потому что это вам позволит контролировать траты ребенка в приложении, поможет ребенку копить со счетом копилкой с доходом до 5% годовых, кэшбэк до 30% за интернет-покупки, конечно же бесплатное обслуживание и оповещение, бесплатное пополнение карты ребенка, также детское мобильное приложение и круглосуточная поддержка. Если вам это было интересно, переходите по ссылочке в описании. Ну а мы продолжаем. Ну и еще одна новость, которая зацепила больше, наверное, жителей Дискорда игры, потому что там был внезапно, ну, просто у меня стоит в Дисе уведомления только те, которые тегают лично меня и которые общие эвриваны. Так вот, был у них ивент, кто типа больше или быстрее спидранит именно первый рейд снаряжения на 21 этапе. И что я могу сказать? Победил человек с прохождением за 1:31, по-моему. Что-то такое было. Ну и как бы я сначала узнал только итоги, что был ивент и вот такие вот победители, потому что это все сделали репостом еще и в телегу официальную игры. А о том, что был старт конкурса, я не видел. То есть, ну, у них телега, по-моему, вообще как бы придаток сам к себе. То есть у них нету рекламы телеги, по сути, никакой в Дискорде. А в телеге они пишут, подписывайтесь на телегу и как бы, ну, у себя же в телеге, то есть, если ты не подписался, ты этого и не увидишь. Ну, не суть. Короче, по поводу спидрана. И там в телеге сразу начали комменты, типа, как так, покажите мне это видео, я хочу это видеть. Ну, в принципе, как? Ну, как? Вот так. Я прохожу 1:21 с доминацией на спидране за 3:40. Это если без учета X3. Просто вот, ну, лучшее прохождение у меня сохранилось как 3:40. И как проходить, ну, то есть, получается, X3 это 1:20. Мне нужен здесь робот, Долорес, лорочка, ну и танк, который будет держать крипов, пока робот будет разбирать босса. Вот, в принципе. Ну и цербер, который будет убивать крипов, которые здесь стоят. Все. Как бы две ульты робота под двумя ультами Долорес, и босс лег. То есть у крипов уже нет хила, и все. Никто нас не отвлекает. Единственное, да, нам нужен танк, который будет стоять и держать здесь крипов, чтобы они не подходили к забору. Потому что робот откликается на тех, кто подходит к забору. Если они стоят здесь, где-то, ну, в зоне чуть дальше забора, то как бы ок. Танк держит их, все хорошо. Ну и все, в принципе, потом что? Хаммет разваливает всю калитку. Точнее, нет. Хаммет разваливает все будки, а они пытаются облизать калитку. Как-то так. Ну и вот потом пришел Цербер снова, и вся эта третья волна опять в радостном гуде бибикая под Цербером, под Долорес, просто горит в огне, в этой санине умирает, и все. Вот. Вот они, минута 20 времени, которое затрачивается на спидран. Поэтому кому полезно, тому полезно, пользуйтесь, пожалуйста. Ну а мы продолжаем.
Также нам в испытаниях Оракула опять-таки сделали осколки легендарных магических кристаллов, что, несомненно, радует, потому что, увидев их один раз только в испытании материалов артефактов, их больше не было, и я слегка приуныл, потому что как их собирать, если они будут падать там где-то раз в месяц в каких-нибудь ивентах, но все нормально. Плюс, 400 голды, почему 400 тысяч, вообще хорошо. То есть наградики радуют, все хорошо, все по кайфу. Ну и теперь, конечно же, нужно дождаться, когда нам снова введут охоту за головами, эти вот доски почета, где нужно выполнять задания. Ну и также нам завезли новых двух персов в очередной раз. Они оба из фракции таинств. Танк и маг. Маг с казнью. Танк тоже достаточно интересный перс. Я его дернул сегодня с 30-ки синих камней. И будем качать, будем смотреть. На самом деле очень интересная механика. Ну как интересная, это один из немногих персов, который бьет от защиты. Плюс у него на пассивках увеличение защиты идет, причем достаточно лютое. Плюс небольшой у него массу урона до 120%. Чуть-чуть всего лишь 3 врагам. Но будем потестить, будем посмотреть. А мы продолжаем. И по устоявшейся традиции мы продолжаем, как обычно, что-то говорить о героях, которые косячат. И сегодня у нас занимает первенство Утроба. Помимо того, что это любимый перс 9-го игрока, сарказм был, Утроба сбивает всем часики внезапно вдруг. То есть, если у нас стоит крип с часами, его тот же АРС может спокойно лупить, то Утроба сбивает всем часы, и крипы продолжают идти вперед. Но, как вот, сейчас, ультанул, и все, и крип пошел, и пофиг ветер, пофиг дым. Ну и второй момент, Утроба до сих пор продолжает говнить и помогает крипам убивать своих же. Как видите, он отталкивает просто к высу крипов, и они начинают бить выса, вместо того, чтобы агриться на Цербера. То есть, вот такой вот помогатор, и надеюсь, когда-нибудь его починят. Ну и пару новостей, конечно же, о глобале. Нам сделали пока еще недоступную саму войну гильдий, и, скорее всего, с понедельника ее нам включат. Пока что фармим крипов, и я думаю, что в понедельник у нас будет только подготовка к этой войне. Ну, а если не включат в понедельник, то через неделю, чтобы войны гильдий совпадали прям именно и на глобале, и на первопроходческом серваке вместе. Но крипы уже падают, причем крипы падают со всех этапов рейдов снаряжения. С 19 этапов нам падают именно непосредственно легендарные. Ну, есть шанс упадения на легендарного крипа, а до 18 включительно только эпические и рарные. Поэтому, кто не прошел 19, проходите. В скором будущем нужно будет очень много фармить. Да, какой в будущем? Уже начинать надо очень много фармить. Но фарм дело тоже рандомное. Такой крип мне выпал с клан-босса, а такой выпал внезапно просто с 5 заходов на первый рейд. Ну и опять-таки 30 стоимости, это все равно овер до хрена. Если я возьму, предположим, первого, второго, то у меня уже будет 63, и я смогу поставить, дай бог, если повезет, 2 крипа. Это какого-нибудь такого паучару и, такого, например, волка, и все. То есть 4 волны я смогу оформить на тех же гильдварах. Как я уже говорил, вся проблема крипов, даже таких вот дальнобойных моментов, это даже не то, что там они могут чего-то наносить или что-то еще делать. Они не останавливаются, то есть они видят цель, они дали тычку, и они идут дальше. Если бы они стояли и раздамаживали бы там одну стоящую цель в своем радиусе, то было бы, например, в разы проще. Но это все я говорил в видео про гильдвары. Ну и в завершении стартовал у нас призыв на Зилу и на Филина X10 на глобале и X2 просто на все леги. Делитесь, хвастайтесь, что вам выпало. Мне из 4 сакралов выпало ровным счетом ничего. Из 120 круток выпал Пробуда Регулуса и Брокер. И крутил я на X10, случайно крутнул десятку, у меня выпал Регулус. Почему нет? X10 мне Регулус упал, хорошо же. И на X2 мне упал Брокер. То есть, отличный дроп, все, лишай у него здесь под мыхой. Все чудесно, танков мало не бывает, и 2.21 я, в принципе, уже закрыл, поэтому, да, такое себе. Ну, а на этом все. С вами был Сварог, всем благосклонного рандома, богатого дропа и мирного неба над головой. Удачи!